Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как всегда, Андрей и Наталья. И сегодня мы сплетем замечательную корзинку, украшенную сердечком. Каким именно сердечком, можно будет выбрать из представленных у нас здесь вариантов. Ссылка на видео по изготовлению таких сердечек будет под видео. Для работы нам понадобятся специально подготовленные трубочки. Ссылка по их изготовлению будет также под видео. Сегодняшние наши трубочки покрашены в цвет орех. Для работы нам понадобится 8 нарощенных трубочек. Как я делаю наращивание, вы сейчас увидите. Добавляем внутрь капельку клея титан. И тонкий конец одной трубочки вставляем в более широкое отверстие другой. Мы будем плести нашу корзинку на основе овального дна. 2 трубочки у нас будут вместе парой. И еще по одной трубочке у нас будут по краям. Это наши продольные стоечки. И сейчас мы будем добавлять поперечные. Поперечных у нас будет 4 штуки. Мы сначала заводим первую трубочку под наши центральные основные, над боковыми. Стараюсь условно, чтобы у меня это совпало с серединкой. Теперь буду добавлять еще оставшиеся трубочки. Расстояние между трубочками у нас примерно равно 2 сантиметрам. В нашей конструкции очень важен принцип чередования. Если первая трубочка под 2 центральными, то следующая над ними, третья под центральными трубочками и 4 над ними. Ну и, соответственно, боковые они просто придерживают. Все. На основе такой несложной конструкции мы можем с вами начинать плести овальное дно. А плетать мы будем вот такую форму. Это обыкновенная банка из-под огурцов. Для дальнейшего плетения мы тоже будем наращивать наши трубочки. Теперь это уже будут рабочие трубочки. Эти трубочки у нас хорошо увлажнены, для того, чтобы при плетении они не давали заломов и хорошо укладывались между стоечками. Стоечки, наоборот, сухие и жесткие, для того, чтобы хорошо удерживать нашу конструкцию. Мы сделали петельку из 2 нарощенных между собой соединенных трубочек. И сейчас мы начнем плести. Всегда начинаю с самой нижней трубочки, которая ближе всего к краю. И теперь плетем простой веревочкой. Нижнюю трубочку поднимаем наверх, верхнюю опускаем вниз и обхватываем нашу стоечку. Вот таким образом. Теперь делаем наоборот. Нашу верхнюю трубочку опускаем вниз. Нижняя автоматически оказывается сверху. И вот таким очень простым чередованием мы оплетаем наши стоечки, для того, чтобы они стали овальным дном будущей корзинки. Исключение у нас только в серединке. Здесь мы обхватываем пару. Разводить мы эти трубочки будем немножко позже. Здесь они у нас парой. Мы их соединяем вместе. И продолжаем плести с другой стороны. Мы дошли до боковых стоечек. Обхватываем. И сейчас, как видите, у меня трубочки закончились. Я буду наращивать. Оплетаем нашу среднюю парочку и одинарную боковую. И вот мы видим, что мы полностью проплели первый ряд. И сейчас мы переходим к плетению второго ряда. Разворачиваем удобно для себя и продолжаем плести точно таким же образом. Верхняя трубочка заходит вниз, нижняя становится верхней. Верхняя вниз, нижняя проплетает сверху трубочку. Вот так очень просто мы плетем несколько рядов, пока не достигнем желаемого размера дна нашей формы. Время от времени мы будем проверять свои размеры по желаемой форме. На 4-м ряду мы разъединяем нашу пару и проплетаем каждую трубочку отдельно. Разводим их сейчас в стороны. Остальные трубочки у нас и были одинарными. Их мы проплетаем так же, как обычно. Итак, мы с вами сплели 7 рядов. И теперь мы будем поднимать наши стоечки вверх, чтобы плести боковые стенки нашей будущей корзинки. Приподнимаем трубочку и оплетаем ее так же, как мы плели, только не вверх и вниз, а внутрь и наружу. Трубочки у нас меняются. Внутренняя трубочка выходит наружу, наружная заходит внутрь и охватывает собой нашу стоечку. Вот видите.
Все, что мы проплели, у нас уже надежно, прочно смотрит вверх. Сейчас попробуем первый рядок мы без формы собрать. Потом форму подставим, нам уже будет легко, и мы будем оплетать по форме. Таким образом, поднимаясь стоечки, мы проходим первый ряд. Дальше мы будем плести по форме. Так, по форме мы оплетаем второй ряд. Каждый последующий ряд плести намного легче, потому что плетение уже самостоятельно удерживает трубочки в правильном положении. Вот что примерно у нас получается. Вы можете увидеть, плетение у нас идет уже вверх. И наша чудесная баночка превращается в корзинку. Для удобства плетения мы прикрепили нашу плетенку к банке малярным скотчем. Теперь наша основная задача — сохранить между стоечками примерно одинаковое расстояние. Мы плетем после подъема стоечек 5-й ряд. Планируем еще где-то рядов 15 добавить. Это очень простое и приятное плетение, очень успокаивающее занятие. На этом этапе плести очень легко и комфортно. Мы проплели 20 рядов, и теперь мы будем вставлять дополнительные трубочки, из которых мы потом будем плести нашу загибку розга. Мы будем с левой стороны от нашей основной трубочки прямо в лунку подставлять дополнительную длинную трубочку и проплетать вместе с ней своим обычным способом. Каждой трубочке мы будем сбоку подставлять, стараемся в луночку и оплетать вместе. Таким образом. Вот видите, да, у нас уже 2. Всего у меня 16 трубочек, то есть мне дополнительных 16 трубочек сейчас понадобится. С левой стороны добавляем от основной трубки, надеюсь, что вот вам хорошо видно, и оплетаем вместе. В рисунке плетения этого будет практически незаметно, а мы 3 рядами плетения сверху надежно закрепим их в плетении. Таким образом вставляем все трубочки по кругу. Так, мы добавляем последнюю 16-ю трубочку. И теперь 3 рядочка плетем для того, чтобы наши новые длинные трубочки закрепить в плетении. Плетем их вместе с теми, которые у нас есть. То есть мы оплетаем теперь по 2 трубочки. Если в процессе плетения длинная трубочка выпадает у вас из плетения, можно просто вставить ее обратно рукой. Если часто будут выпадать трубочки, их можно посадить на клей, чтобы они надежно удерживались. Мы проплели 23 ряда. И теперь мы можем свои рабочие трубочки обрезать и спрятать в плетение. А дальше уже вынимать нашу банку из конструкции и готовиться к загибке. Вот мы заканчиваем. Кончик мы подрезаем и прячем в соседнюю лунку. Надеюсь, что вам видно. Другую трубочку прячем через одну лунку. Обрезаем, вставляем и немножечко помогаем своим инструментом. Кончики надежно закреплены в плетении. Пришло время снимать скотч, он нам больше не понадобится. Итак, мы вытаскиваем банку. У нас появилась новая корзинка, и это значит, что теперь мы можем делать загибку. Чтобы себя не путать, мы сейчас с вами срежем короткие трубочки, оставляем только короткие пенечки и срезаем короткие трубочки по всей корзинке. Мы срезали все короткие трубочки. Не советую их выбрасывать, потому что из них получаются замечательные сердечки, но об этом немножко позже. Для того, чтобы сплести загибку розга, нам понадобится дополнительная трубочка. Я специально беру трубочку контрастного цвета. Дальше мы берем трубочку, любую из наших, заводим за соседнюю и опускаем вниз. Это первая трубочка. Со второй мы поступаем точно так же. Мы заводим и опускаем. Теперь мы приходим к третьей трубочке. Соответственно, нам нужна еще и четвертая. Вот мы с вами вышли на 4 трубочки. Дальше мы берем нашу первую и выводим ее наверх, заводим за следующую. Следом опускаем нашу стоечку и прижимаем ее. Вот, видно. Так,
внутренняя трубочка нам уже не нужна. Всю свою работу в плетении она уже сделала. И мы ее просто отрезаем не очень коротко и не слишком длинно. По сути, наша вот опять осталось 4 трубочки. Эта трубочка, она немножко придерживает этот пенек. Когда мы поднимем остальные валиком, его не будет видно. Так, мы поднимаем опять крайнюю трубочку, заводим за следующую, опускаем вниз. Вдогонку за ней идет следующая. И как бы прижимает немножко собой. Так, коротенькую подрезаем. И опять у нас остается 4 трубочки. Вот, мы всегда можем проверить. Если меньше 4 или больше, значит мы что-то сделали неправильно. Самую крайнюю трубочку продвигаем вперед. Заводим за следующую. И вдогонку за ней идет стоечка. Подрезаем. Пересчитываем. У нас опять 4 трубочки. Все верно. Продолжаем таким образом плести до конца корзинки. Мы дошли до нашей контрастной трубочки. Нам она больше не нужна. Мы ее просто вытаскиваем. И теперь мы нашу дальнюю трубочку крайнюю проводим сюда спокойненько. И заводим через серединку. Выводим ее наружу. Следом за ней последняя наша стоечка. Она тоже отправляется сюда же. По нашему правилу мы срезаем короткую. И у нас опять остается 4 трубочки. Значит, по-прежнему все правильно. Мы берем нашу опять крайнюю. Подходим сюда. У нас, вот вы уже видите, у нас уже больше не осталось других стоечек. Поэтому мы аккуратненько заводим ее внутрь. И через соседнюю лунку выводим наружу. Под всеми стоечками. Подтягиваем ее, если вдруг она слабенько легла. И вот уже здесь мы ее можем спокойно подрезать. Она нам больше не нужна. Теперь опять берем нашу крайнюю. Их уже осталось только 3. Параллельно всем остальным трубочкам мы заводим в следующую луночку. И опять-таки внизу под всеми трубочками, можно немножко это же заострить, мы выводим под этими трубочками наружу, чтобы ее аккуратно подрезать. Подрезаем под корешок. И у нас остаются последние 2 трубочки. Крайнюю заводим. Теперь нам сюда. Выравниваем ее параллельно остальным трубочкам. И точно так же выводим ее под всеми стоечками наружу, где мы ее радостно отрежем. Продолжаем таким образом плести до конца корзинки. Вот такая у нас пока получилась корзинка. Сейчас мы ее покроем одним слоем клея ПВА. И потом будем дальше с ней работать. И вот наша корзинка просохла. Теперь мы сделаем ей деревянную ручку и декоративное сердечко. А делать будем следующим образом. Мы возьмем круглый профиль, сечение которого 15 мм. Это самый удобный профиль для подвесных корзинок. Для нашей корзинки нам нужно примерно 11 см такого профиля. Мы берем и отрезаем кусочек ножовкой с полотном по металлу. У нас получается вот такая заготовка ручки. И теперь мы делаем разметку на ручке по 1 и по 2 сантиметра с каждой стороны. После того, как мы сделали разметку, мы берем ножовку и пропиливаем эти отметки. Не очень глубоко, где-нибудь на 2-3 миллиметра. После того, как мы сделали вот такие пропилы, нам понадобится напильник и, допустим, канцелярский нож. Мы на этих пропилах вот таким образом удаляем сердцевинку между ними. А потом, после того, как мы удалим сердцевинку, мы возьмем и проточим напильником. И после того, как мы удалили серединку и проточили напильником, у нас
получается вот такой паз. Такой паз мы делаем с обоих сторон ручки. Получившуюся ручку мы покрыли морилкой и теперь прикрепим ее к корзинке с помощью вязальной проволоки для арматуры и газетных трубочек. Мы возьмем вязальную проволоку 0,8 и 2 газетные трубочки. И мы нанизываем на нашу вязальную проволоку 2 газетных трубочки. После того, как у нас здесь показался хвостик, мы склеиваем 2 трубочки с помощью клея. Теперь берем нашу ручку и примеряемся. Нам нужно оставить хвостик где-то около 10 сантиметров. Примерили хвостик и делаем вот такую небольшую скруточку. Вот, видите, взяли и скрутили. Потом пропускаем трубочку сквозь плетение. Вот видите, вот так вот мы делаем. И теперь мы берем и прячем вот эту трубочку в плетение. После того, как спрятали трубочку в плетение, продеваем вторую трубочку в плетение. После того, как вторую трубочку мы продели, сразу делаем второй виток вокруг ручки. А уже потом делаем витки вокруг трубочек. Вот смотрите, у нас получается 3 виточка вот таких. А теперь эту трубочку лишнее мы откусим инструментом, согнем и также заправим вот сюда в плетение, прям в загибку. Вот смотрите, одну сторону ручки мы закрепили. Точно таким же способом крепим вторую сторону. И вот мы прикрепили нашу ручку к корзинке. На проволоке она держится просто замечательно. Теперь мы сделаем такое миленькое сердечко и украсим нашу корзинку. Вырезаем сердечко из картона, а потом берем наши трубочки, которые у нас остались после изготовления корзинки. Берем и приклеиваем трубочки к сердечку с помощью термопистолета. Вот видите, как нам пригодились остатки наших замечательных трубочек. Ничего не пропадает. Что называется, все идет в дело. Вот мы заклеили все наше сердечко. Переворачиваем его на обратную сторону и вырезаем с помощью ножниц. И теперь мы убираем обрезки. Берем трубочку для плетения, берем и делаем нашу трубочку для плетения плоской, а потом приклеиваем ее с помощью клеевого пистолета. Все, наше сердечко готово, мы доклеили его по кругу. Теперь мы закрепим его на корзинке также с помощью клеевого пистолета. Еще Наталья хотела прикрепить сюда кружево. Кружево очень хорошо смотрится с плетением. В любом случае, основная наша работа сделана. Вот такая корзинка у нас получилась. Мы еще покроем ее лаком бесцветным. Ну и, возможно, задекорируем, как Наталья хотела, кружевом. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Заходите к нам на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, если понравилось. Всего вам доброго. До свидания.